Jesus never forgets anyone who puts him first. Иисус никогда не забывает о том человеке, того человека, который ставит его в своей жизни на первое место. There is never a situation that comes up in the Bible where somebody acknowledges Jesus above all of the other relationships that they have. Their children, their parents, their nationality. And Jesus always makes a big deal out of those В situations. Библии никогда не было такой ситуации, когда кто-либо поставил бы свои отношения с Иисусом превыше всех других отношений, отношения с семьей, в работе, и чтобы Иисус был равнодушен, остался равнодушным к такому. Это So there is действительно not для one него важно. situation where Jesus makes a big deal in the Gospels of someone's righteousness, of their good behavior. 그 좋은 행동을, 의로운 행동을 한 사람들에게는 또 예수님이 얘기하시는 말씀이 있어요. He never says about someone, now that is a good guy. Никогда Иисус не говорит про какого-то человека, что вот это, не говорил в Библии, что вот это хороший человек, это праведник. I don't mean to be pointing to Trevor and saying that, but like say, he helps old ladies across Вот the этот street. человек, он хороший, он всегда помогает пожилым женщинам и пожилым людям переходить дорогу. Он снимает кошек с деревьев. He gives big money in church. Он всегда жертвует большие суммы в церковь, He is always praying, всегда молится. let that guy in my kingdom. Пусть этот человек войдет в мое царство, Царствие Небесное. 될 거야. 하나님이 그러지 않으셨다는 거예요. However, Но most of the Gospels почти во всех are Евангелиях made up of stories of terrible people рассказывается история ужасных людей с нашей точки зрения. 예수님을 믿는 경우가 있어요. who Jesus is amazed by. Но именно их поступками удивлен и изумлен Иисус. 형편이 없는데 Because they put Jesus first in that situation, И in that его encounter. удивляло именно то, что они в какой-то ситуации могли Иисуса ставить на первое место, в центр своей жизни. 단 말이에요. Let me remind you of a few И давайте я examples. напомню вам несколько примеров подобных историй. Jesus is hanging on the cross. Одна из них — это когда Иисус висел на кресте, 빡히셨어요. There's a thief on his left, a thief и on his right, слева и справа от него висят разбойники. and one of the воры. thieves says to Jesus, И один из них, из злодеев, говорит Иисусу: "Hey, you dummy! If you're the Son of God, why did you get down from here? What are you doing up here?" если ты Христос, спаси себя и нас. 이렇게 강도가 얘기했어요. And the other thief says, "Hey, leave that guy alone. He didn't do anything wrong. We're the ones who did stuff wrong." А второй злодей говорит: оставь его в покое, он ничего плохого не совершил, это мы, которые совершили And he злодеяние. says, "Jesus, remember me when you come into your И kingdom." также он говорит Иисусу: 예수님, 만약에 예수님 왕국 помяни меня, когда придешь в Царствие Твое. And Jesus' response is, 예수님이 이렇게 답하셨어요. "You're in." И ответ Иисуса было, что да, ты войдешь со мной, ныне же будешь со мной в раю. 들어갈 거야. There were once 10 lepers who came to Jesus, И также есть история в Библии рассказана о 10 прокаженных, которые пришли к Иисусу. 자가 왔었어요. Jesus healed them all. Иисус исцелил всех 10 прокаженных, They all went away, и они все ушли. 갔어요. and one returned. Только один из них вернулся к Иисусу. Jesus was amazed. He was amazed both that the 9 didn't come back, Иисус очень сильно удивился. Он был поражен тем, что 9 человек ушли, и он anytime был in the удивлен Bible тому, that что someone один honored вернулся. Jesus by making that the key relationship in the moment, their key concern. 성경에 보면은 어느 누구라도 Поэтому, если посмотреть Библию, то Иисус очень сильно ценил тех людей, которые ставили на первое место He never отношения с forgot Ним. it. Он никогда не забывал такие In поступки fact, таких людей. there was even a story, there was a woman who, do you remember she anointed Jesus and then she washed his feet И with her помните ту hair? историю о женщине, которая омыла ноги Иисуса и также отерла его ноги своими волосами? 이렇게 닦으면서 향수를 부어가지고 발을 닦아준 그런 여인이 있었어요. And people said, "Ooh, that is really gross." И люди на тот момент говорили: это очень неразумно с ее стороны. 더럽게 왜 저렇게 할까?
And Jesus said, you know what? I am going to make sure that anytime my story gets told, her story gets told with mine, she's in. Но Иисус ответил им, что каждый раз, когда люди будут вспоминать обо мне, я сделаю так, чтобы они вспомнили веру этой женщины. 그리고 그 여성은 나와 함께 하나님 왕국에 들어갈 거다 이렇게 말씀하셨어요. You see, for Jesus, the principle of who is in and who is out То есть для Иисуса тот принцип выбора, когда Он выбирает, кто войдет в Царствие или кто останется за пределами, 정확하게 말씀하셨어요. is completely defined by our relationship to Him. этот выбор Он делает на основе отношений, наших отношений с Ним. 들어갈 수 있다, 없다가 결정되는 거예요. How we respond to His reaching out to us. Как мы отвечаем на Его призыв, когда Он призывает нас к чему-то? 그것에 의해서 우리가 왕국에 들어갈 수 있고 못 들어가는 거예요. And the thing that Jesus said would amaze people, He said that they would be amazed because they would find that in heaven, the people who you thought would be first would be last. И зачастую то, что говорил Иисус, очень удивляло людей. Вот, например, Он говорил, что на небесах те, кто пришли последними, будут первыми, станут And the первыми. people who you thought would be last would be first. А люди, о которых вы думали, что они были последними, они станут первыми. А те, которые были первыми, станут последними. This is why the theological debate where we say, well, am I saved by grace or am I saved by works? Поэтому вот это теологические споры на тему того, спасаемся ли мы по благодати или через свои дела. 이 신학에 대해서 교리에서 받느냐 그 문제와 논쟁이 있었어요. The correct answer is, you're saved by Jesus. Правильный ответ на эти вопросы, что мы получаем спасение And через for Jesus, Иисуса. that's a deeply personal thing. И для Иисуса это очень личное. 깊은 개인적인 관계인 거예요. So we should never talk about being saved by faith. Поэтому мы никогда не должны говорить о спасении через веру. We should say, look, what I know is I trust Jesus. Мы должны говорить, то, что я знаю, это то, что я верю в Иисуса. 신뢰해요. 이것에 의하라는 거예요. You know, preachers often wrongly will criticize the 12 disciples for being stupid as they read through the Gospels. Знаете, что когда читаю, Many многие preachers will preach проповедники, about how когда они stupid the проповедуют disciples на are. какие-то темы из Евангелия, они часто критикуют учеников Иисуса за их Right? They'll say, well, the недальновидность. disciples didn't understand. Они They говорят, were вот ученики не arguing поняли вот about the здесь, wrong вот они things. спорили не о том. 잘못된 것 같고 뭐 이렇게 논쟁하고. But the interesting thing that Jesus says as He comes to the end of His life, Но интересный факт в том, что когда Иисус подошел уже к концу своей жизни, 예수님이 말씀하신 것이 knowing that He is about to be betrayed by these guys, зная, что Он будет предан своими учениками, 벌써 알면서 He says, 이렇게 말씀하셨어요. I love you Он guys. сказал, «Я люблю вас». 사랑한다. Right? Greater love has no man than this, that He lays down His life for His И friend. нет больше той любви, And he чем says, если "You- кто-то you are the положит ones who have жизнь stood свою by за ближнего своего. You've accompanied me, you've been with me, you've stuck with me. Иисус говорит, вы были все время со мной. 이렇게 동행했고 함께 있었다고 얘기하는 거예요. And so interestingly, Jesus was not among those who criticized the disciples for being stupid. То есть Иисус сам никогда не критиковал своих учеников за то, что они были No, недальновидны, he's not like most что preachers. 예수님이 다른 그 설교자처럼 그 제자들이 어리석다고 이렇게 что они были неразумны. Actually, sometimes he says stuff like that. He's, man, what's wrong with you guys? Иногда он просто говорил, что, почему вы до сих пор не But you понимаете, see, what маловеры. Jesus remembered was they stuck with him. Но, смотрите, он сделал акцент на том, что они были все время с ним. 함께 하느냐의 문제입니다. They understood the kingdom belonged to him. Они понимали, что Царство Божие, оно принадлежит Иисусу. And so remember when James and John, their mother, came to Jesus, she said, when you come into your kingdom, I'd really like you to give a good place for my sons. И помните, когда мать Иакова и Иоанна подошла к Иисусу и сказала, что когда ты попадешь на небо, я бы хотела, чтобы мои дети, они сидели рядом с тобой. 왼쪽에 앉게 해달라고
справа и слева от тебя. You see, we can criticize her. We may say, "Oh, how could she say such a thing? She didn't Мы, understand." конечно, можем критиковать ее, говорить, как она могла спросить такое у Иисуса. But at least she understood something that most of us Christians forget, which is that the whole thing is about Jesus. It's His kingdom. Но она хотя бы понимала то, о чем многие из нас не знают или забыли, о том, что все принадлежит Иисусу. 때문에 그 엄마보다 우리가 더 이해를 못할 수도 있어요. And so in this chapter 10, И вот в этой главе сегодняшнего Писания, Матфея this isn't a 10 chapter главе, just about a mission trip. это в ней не просто рассказывается о какой-то миссионерской It is поездке. not a chapter about raising your hand at a Billy Graham crusade. И в ней не рассказывается о том, как просто люди поднимают руки на одном из крестовых походов Билли Грэма. It is Jesus saying to us, Это Иисус в этой главе обращается к нам. this is Jesus speaking, he says, И Он говорит, 이렇게 얘기하고 있어요. I know that when you Он говорит, represent me, я when знаю, you что когда вы будете make me the представлять Lord меня, of your life, когда вы сделаете меня Господом своей жизни, 그 삶에서 나를 최우선으로 두는 것을 알고 있어. it is going to create conflict between you and all of the rest of your relationships. тогда у вас это приведет к конфликту между вами и другими людьми во всех ваших Right? It's going to отношениях. mess stuff up between you and your kids. У вас When возникнут Jesus becomes Lord of our life, it's going to mess stuff up between us and our children. когда Господь, например, когда родители принимают Иисуса в сердце и делают его, ставят его в центр своей жизни, тогда у них возникают проблемы в отношениях с детьми. Understand, if parents become Если Christian but children родители don't, стали it messes up христианами, that а relationship. дети неверующие, то тогда у них нарушаются отношения. 그게 아니면은 그런 갈등이 많잖아요. And children will say stuff like, hey, you need to stop being Christian and just be my mom. И дети даже могут сказать, вам нужно перестать быть верующим, просто будьте нашими родителями. 나한테 신경 좀 쓰세요. Or if you're a kid Или если вы ребенок, 만약에 여러분들이 아이들 그 자녀라면 and you believe in и вы Jesus уверовали в Иисуса, 예수님을 잘 믿고 있어요. and your parents а don't, родители неверующие, 예수님은 안 믿어요. Jesus is saying, look, I know it's not going to go well for you Иисус in that говорит, я situation. знаю, что такая ситуация, она не будет лишена, что в такой ситуации у вас не будет такого, что не будет проблем. I hope you're Наоборот, praying for the проблемы urgent будут. prayer request that we had this past week. Do you remember that prayer Я request надеюсь, in вы was it молитесь Uganda? за срочные The молитвенные country? нужды, About которые мы the three выкладываем kids на who сайте, на became Фейсбуке. Christian in, I think it was Uganda, wasn't it? Был один Was молитвенный Uganda? запрос из It was in Уганды Africa, о and they became Christian, and in детях, this которые Muslim стали family, and their grandmother христианами, went pew and kicked а them их out of the home. родители, их семья являются мусульманами. И из-за того, что они either уверовали, их бабушка, она выгнала их из дома. 되었어요. 그런데 그 집에서 쫓겨난 거예요. 왜냐하면 그 할머니가 싫어했대. Right? So imagine that moment, Представьте такую ситуацию, right, where the grandmother says, all right, you got to make a choice. когда родная бабушка говорит, хорошо, вам теперь нужно сделать выбор. If you choose Jesus, Если вы выберете Иисуса, we are cutting you off from this то family, мы отказываемся от вас. Вы уже больше не будете принадлежать нашей and семье. you're going to be out on the streets. И вы окажетесь на улице. 내 몰릴 거야. Right? And these were pretty young kids. А это достаточно молодые, маленькие And they said, дети. We choose Jesus. 그 어린 Но эти дети, несмотря на свой молодой возраст, они выбрали Иисуса. Jesus said, when you take my name on yourself, Иисус говорит, если вы возьмете мое имя, 예수님의 이름을 그 우리 자신의 그 삶 속에서 이렇게 제거하면 did you find it, Pastor Tim? Oh, okay. So when you take my name on yourself, the government isn't going to like you in many places. то правительству много чего не будет нравиться в вас и в вашей жизни. Right? And you're going to be brought up on charges. Вам будут выносить какие-то обвинения. 또 조사도 나오고요. Could even go to Вы jail. даже можете попасть в тюрьму. He says you're going to have to escape probably from the city that you're in. 그리고 여러분 И Иисус говорит, здесь, возможно, вам придется бежать He из says they'll города, в kick you out of котором вы the жили. synagogue. И здесь сказано, что вас, возможно, He said изгонят they'll из call you bad синагоги. names. Будут называть вас, поносить вас. 이름을 또 줄 수도 있어요. 막 He- 나쁜 말을 할 수 있어요. He says they will kill you. 그리고 Они могут убить вас. And then he says, therefore, И потом
В 32 стихе он говорит: And what he says is, «Итак, therefore I will never forget. 그럼 그 결과 говорит, я никогда не забуду». 절대로 잊지 않을 거다라는 말씀이 마태복음 10장 30절. I'll never forget that you chose me. Я никогда не забуду то, что вы выбрали меня, то, что ты выбрал меня. See, that's the good news of this И scripture. это благая весть данного местописания. 좋은 소식이에요. Right? Jesus is not saying 10 times a day you must turn to the east and say, Jesus, Jesus, Bobezus, in order to be able to enter into the kingdom Иисус of говорит, God. что I don't know. Иисус не говорит, что для того, чтобы попасть в мое You don't царство, have вам to stand 10 необходимо times a day facing 10 раз east, like в день, Muslims do, обращая and say, свое Jesus, лицо на Jesus, восток, Jesus, произносить, publicly взывать ко мне и acknowledge Jesus. молиться мне. 절하면서 뭐 Нет необходимости делать это для того, чтобы попасть в мое I just said, I don't царство. know where that came from. So what he's saying Но то, is, что он I говорит, will never forget. Это то, что я никогда не забуду. 당신을 위해서 핍박을 받고 죽음까지도 뭐 이렇게 한 사람들, 그 사람들에게 내가 절대로 잊지 않을 거야 말씀하시는 거예요. Anyone who puts me first, Того, кто поставит меня центром своей жизни, 잊지 않을 거야. puts me ahead of their mother, который поставит меня превыше своей матери, puts me ahead of their son, 그리고 아들보다 тот, кто поставит отношения puts me со ahead of мной the выше government. отношений со своими детьми, отношений never с правительством. Я никогда не забуду такого. 그렇게 예수님 말씀하세요. And you see, the Bible is the proof of that. И Библия является доказательством того, что Because in сказал the Bible, what Иисус. we see is that people who believe that heaven is a reward for the righteous discover that human beings are not righteous. 사람들이 의롭게 사는 사람이 천국에 갈 거라고 생각하는데 사실 우리는 의로운 사람이 없어요. Right? So this is the thing that's important to И understand. это то, что важно понимать. 우리가 이해를 하는 게 중요해요, 이 부분을. Right? And we see this all the time with people who are not Christian. When Мы видим это someone they с love людьми dies, they say, yeah, неверующими. but I still believe he went to heaven because he is a good person, you know. He Когда got кто-то умирает, cats мы down under говорим, trees and но helped все a равно woman across the люди street. говорят неверующие, я все равно верю, что этот человек может попасть на небеса, потому что он был хорошим, он не делал зла. 이렇게 생각한단 말이에요. But Jesus is very clear. Но Иисус очень ясно дал понять, кто попадет на The небеса. only reason, by the way, that those things happen in human beings, the only reason why we do anything good, Единственная причина, почему люди совершают добрые дела, is because of God's grace. это благодаря Божьей благодати. Right? The Bible is clear that there's nothing good Потому что в Библии говорится, что нет ничего хорошего в that нас, comes from us. и нет ни одного There's nothing good праведного. that comes from us. 우리 인간에서 인간의 힘으로 선해질 수가 없는 거예요. So the only way we enter into the kingdom Единственный путь, как человек попадает в is рай, because the King remembers us. это он попадает туда, потому что царь этого царства And why does he помнит remember этого us? человека. И почему Иисус помнит Not этого because we were in человека? church all the Не time, потому, что он ходил в церковь постоянно, not because we prayed a не потому, lot. что он молился много, He said it's not even because you heal people or raise them from the и даже не dead. потому, что он It исцелял is not людей, и even because you поднимал heal людей people or из do great мертвых, miracles. и делал какие-то великие чудеса. 그래서 그런 게 아니에요. Jesus said, in fact, he said, there will be a lot of people on that judgment day who come and say, don't you remember I raised 3 people from the dead? In fact, I Иисус just did it говорит, last что month. когда мы предстанем пред судом, будет много людей, которые будут говорить: «Разве ты не помнишь, Иисус, я совершал чудеса, я воскресил 3 Jesus will человек». say, you didn't raise anybody from the dead, I did. Но Иисус скажет ему: «Ты не воскресил ни одного, это я сделал». 일어나게 했느냐? 내가 했지 이렇게 말씀하실 거예요. But there will be a lot of really bad people. Но будет очень много плохих людей, People who never could get their lives straight. людей, которые ни одного поступка в жизни не могли сделать правильно. And when Jesus sees them, И когда Иисус видит их, he will say, Father, Father, look who it Он, is. когда увидит их, скажет: Look. «Отец, Отец, посмотри, кто это». Like someone comes to heaven and Jesus says, look, Father, look who it is. It's Peter. 그런데 그 천국에 오면 예수님이 하나님 아버지 여기 피로가 왔어요. 뭐
뭐 이렇게 얘기할 And 거예요. everybody will say, but Peter was a terrible guy. Он скажет, вот он Питер, но кто-то может сказать, да, Петр, он же был плохим. And Jesus said, 근데 예수님이 I remember Но Иисус скажет, я помню его. when Peter chose me Я помню тот момент, когда он выбрал меня. over the girl, actually, that he was interested in. 여자보다 나를 더 Он выбрал не девушку, She а wasn't меня. 그 Christian. Он встретился с девушкой, которая And была Peter said, неверующей. I can't be with somebody who doesn't acknowledge Jesus. И в конце он решил, что он не может быть с человеком, который не признает Иисуса, не верит в Него. 좋아해요. 이렇게 생각한 거예요. So you see, anytime that we acknowledge Jesus over all of those other important relationships, Поэтому каждый раз, когда мы ставим Иисуса превыше любых других отношений в нашей жизни, насколько бы важными они не были, 어떤 것보다도 더 최우선으로 예수님을 생각하면 that's what Jesus remembers. именно вот это и помнит Let me Иисус. say it even a little bit more boldly. Давайте я скажу это более прямо и You смело. could preach a crusade in front of thousands of people, Вы можете быть проповедником и устраивать такие большие конференции, крестовые походы перед and тысячами людьми. heal them, Вы можете проводить исцеления, and it doesn't impress Jesus. но at all. это не впечатляет Иисуса. 예수님에게 큰 감동을 주지 못한다. He says stuff like, well, who made your mouth? I made your mouth, so don't brag about it. Он скажет, ну что ты хвалишься, кто создал твои уста, которыми ты проповедуешь меня? Я создал их. But when you make choices in your life based upon valuing the relationship you have with Jesus above any other Но relationship, когда he вы never принимаете forgets решения that. в своей жизни, основываясь на то, насколько для вас ценны отношения с Иисусом в первую очередь, Он никогда не забудет этих решений, этих поступков. 예수님을 최우선으로 생각하고 결정을 한다면 예수님이 난 너를 절대로 잊지 않을 거야, 기억할 거야 이렇게 말씀하신단 말이에요. There's a movie that actually makes this point really well. И есть один фильм, в котором очень хорошо это видно, то, о чем я только что сказал. The movie is called Silence. Этот фильм называется «Молчание». Yeah. All right, Pastor Tim, 2 weeks in a row, Pastor Tim and I, the movies here. Yeah. So in the movie Silence, it is a movie about missionaries Этот фильм going to Japan to try рассказывает to о locate one of their missionary brothers who's been lost there and probably persecuted, maybe gave up his faith. They don't know. They're trying to find out what happened. Этот фильм повествует о двух миссионерах, которые отправляются в Yeah, well, so Японию these two missionaries go to из Japan to Европы try to для find того, a чтобы missionary who's already найти there that they've миссионера, lost contact with. который был отправлен в Японию ранее, и они потеряли с ним связь. Им необходимо найти его. 그 선교사가 행방불명이 된 거예요. 그래서 거기 일본에 가서 그 선교사들을 찾는 그런 영화예요. So they want to find out what happened to their missionary brother. 자신들의 И их миссия была в том, чтобы найти его, узнать, что с ним случилось. 발견해. Right? And they said, no, there is no way this guy is ever going to give up his faith, man. This guy is strong. И они всегда говорили о нем, вспоминая об этом человеке. Не может быть такого, что этот человек может отказаться от веры. Этот человек очень силен в вере. У него And these сильный missionaries, характер. these two guys who go, they're really strong И too. вот эти Strong faith. двое миссионера, которые были отправлены, чтобы искать того первого миссионера, они тоже очень And были the whole сильные movie, в man, вере. these Christians in Japan, they're getting, drowned in the sea, and they're getting tortured and stuff. И в этом фильме показано, как их пытают, как их топят. То есть они претерпевают различные испытания, страдания и мучения. 막 해변가에서 막 떨어뜨림을 당하고 막 이래요. And the missionaries, they're right there along with it. They're suffering, they're struggling, but they're being faithful, Они страдают, они сражаются, But страдают there's за this other веру. guy in the movie, this Japanese guy. И также в фильме показан другой персонаж, который является японцем. He's drunkard, Это пьяница. and ultimately he sells them out for money. 근데 He betrays them for money. И был такой In в fact, одном эпизоде, actually, он throughout the из-за movie, he денег does these kind продал of их, things предал several их. times. I mean, На really самом деле, в terrible течение things. фильма он несколько раз предал этих миссионеров, выдав информацию о них. Right? And every time he comes back and he says, I need to confess my sin. И I каждый want to раз forgive после this того, sin." как он делал это, он возвращался к этим миссионерам и извинялся, каялся перед ними. 고백을 해요. 죄를
자백을 해요. And so the missionaries forgive him. И миссионеры, конечно, прощали его. So throughout the movie, you hate this guy, but you look То at есть, the когда вы missionaries and say, смотрите wow, весь they're этот amazing. фильм, They even глядя на forgave этих this guy. миссионеров, вы говорите, о, они такие классные, у них столько силы, столько веры, они могут прощать его. И смотрите на этого японца, пьяницу, и удивляетесь, насколько он плохой But what человек. happens is by the end of the movie, Но что происходит в конце, в финале фильма? even the strongest missionary Даже самый сильный миссионер 선교사도 has betrayed Jesus. предает веру в Иисуса. He gives up being a missionary. Он перестает быть миссионером, отказывается от веры. 선교사를 그만해요. And so the Japanese win. They have И то overcome есть Christianity. японцы, они победили, они преодолели христиан. 선교사가 이제 선교사학도 안 하고 예수님 부인하고 완전히 끝난 거예요. Except for Кроме 제외하고 the drunkard betrayer вот guy. этого пьяницы, который постоянно предавал их. 했던 술 주정뱅이만 빼고 다 선교사들이 다 배반을 한 거예요. He keeps coming back, Он продолжает возвращаться. 주정뱅이. keeps returning to Jesus, Он постоянно приходит к Иисусу. keeps recognizing what he's done wrong. Все время сокрушается о своих ошибках и You know, last week кается when в we своих злых were деяниях. together, На прошлой неделе, когда у нас было we were talking about служение, sin and how seriously Jesus мы takes sin. говорили о грехе и насколько это грех серьезен для Иисуса. So you may be wondering, well, how does last week and this week relate? Вы Because можете it sounds like думать, you're saying this week. I mean, как how can you hold up проповедь this с прошлой drunkard недели guy? And you can связана say с that проповедью even bad на people are going to этой go to heaven неделе. because of the relationship with Jesus. How does that work? 예수님과의 관계가 그렇게 중요하다고 그랬는데 왜 이런 술 주정뱅이 잘못만 하는 이런 사람하고 예수님은 죄를 심각하게 생각한다는데 어떻게 영광을 지을 수 있을까 생각할 거예요. Well, here's the answer. И вот ответ. For Jesus, sin is deeply personal. Для Иисуса грех — это нечто очень личное. 아주 깊게 생각하는데 개인적으로 생각하세요. You see, what bothers Jesus about sin is it is an offense to him. It is a personal offense against Он him. воспринимает грех как личное оскорбление, 대해서 개인적으로 то, что сделано против него. 반대하는 거를 의미하는 거예요. So, you see, there are many people who try to be good, Видите, есть много людей, которые пытаются быть хорошими своими силами, but it doesn't move, it doesn't touch Jesus at all. но это не трогает, такие усилия не трогают Иисуса, они не впечатляют Его. 마음을 감동시키지 못하면 Because human goodness is to Jesus, it's nothing. Потому что человеческая благость для Иисуса, она почти ничего It не is not a значит. reason to let someone into heaven. Это не причина для того, чтобы допустить кого-то к небесам, когда кто-то пытается своими силами стать лучше. But those who Но recognize те, that when кто they sin, признают, что когда their они sin is грешат, first and foremost against Jesus. что это, во-первых, действие против Иисуса, 것에 대해서 자신이 깨닫고 이것이 예수님을 완전히 반대로 대항한 거구나라고 깨닫는 사람들은 Those people Jesus always forgives 그런 사람들은 таких людей Господь всегда прощает. 70 times, 7 times. Он может прощать их до 77 раз. 700번 신목이라도 죄를 용서받는다. Right? So in that movie, we are impressed by the missionaries because they seem to have Итак, this возвращаемся strong к фильму. willpower. Когда мы смотрим этот фильм, то мы очень впечатлены верой и действиями этих миссионеров. Jesus isn't impressed because he knows the limits of our will. Но Иисус, Он не так относится, потому что Он знает границы But instead, нашей Jesus is веры impressed и by the нашей drunkard воли. betrayer guy. Но Господь впечатлен поведением вот этого пьяницы, предателя, 감동을 예수님이 받으시는 거예요. Because somehow, sooner or later, he always returns to Jesus. потому что, в конце концов, он все время приходит к Иисусу. 그래서 죄를 자백하거든요. So that's why Jesus told the story of the two people in the temple. И очень похожую историю рассказал Иисус о двух людях, которые пришли в храм. And the one person said, well, Для Lord, того, thank чтобы you молиться. for being able to make me such a righteous person. I'm not like that guy over there. И один из них, когда молился, говорил: «Господь, спасибо Тебе, что Ты сделал меня таким праведным, и я не похож на вот этого человека, который рядом со мной молится». Because the guy over there is going, Lord, I am so Потому что sorry. I keep второй doing this человек, over and over again to you. молившись, бил себя в грудь, прося прощения у Бога за все свои грехи.
And his question was, who went away justified? И Иисус задал вопрос ученикам, когда он рассказал эту историю, кто ушел оправданным из этого храма. You see, it's when we understand that our sin is an offense to him. It's a personal hurt to Jesus. Когда мы понимаем, что наши грехи — это действия против Бога, это как личное оскорбление, обида Иисусу. 예수님이 좋아하지 않는 것을 했기 때문에 그걸 알아야 되는 거예요. That's what touches Jesus' heart. Именно такое отношение трогает его сердце. 예수님을 감동을 주는 거예요. 왜냐하면 예수님이 싫어하는 걸 알았다는 거기 때문에. It's not our quest, our journey to be good that impresses Jesus. Иисуса впечатляет не то, когда мы стараемся своими силами быть лучше, чем мы есть. What impresses Jesus is our acknowledging that we belong to him. Но то, что угодно Ему, это когда мы признаем, что мы полностью принадлежим Ему. 알게 하는 것이 예수님이 기뻐하시는 거예요.